Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим с вами о лучшем агрегаторе данных криптовалютного рынка CryptoRank. Очень много функций есть, которые не знают ребята. Стоит сегодня рассмотреть полностью, пошагово разобрать эту платформу, потому что это пока что лучшая площадка, где можно анализировать токены до выхода, после выхода и абсолютно любые фонды и так далее. Обязательно ставь лайк этому видео, погнали! Кто еще не знает о данной платформе, обязательно ссылочка будет в описании. Мы переходим на главную страницу. Нас встречает 6 основных вкладочек. Это валюты, фонды, IDO, биржи, карта и продукты. Но прежде всего мы сделаем что? Мы зарегистрируемся. Вот здесь вот вверху можно зарегистрироваться, чтобы собирать вот такие вот монетки. Называются ракеты CryptoRank. Они нам предназначены для того, чтобы забирать награды. Вот здесь каждый день можем выполнять задания. Я их не выполняю, но если вам интересно, вот здесь во вкладке награды можно получать различные white-листы, купоны 50%, промокоды. В общем, как на CoinMarketCap это не разбирается ботами за 2 секунды. Если вы помните, там все разбирается. Здесь, в принципе, всегда можно приобрести, поэтому обязательно переходите. CoinMarketCap мы не будем разбирать, так как очень давно я снимал видео, можете перейти по нему посмотреть. Итак, что мы с вами видим? Сверху мы видим вот такую небольшую линию, где криптовалюты, капитализация и так далее. То есть основная информация по газу. И давайте перейдем, вот основная страница, это курсы криптовалют, то есть обзорная. Чуть ниже видим венчурные инвестиции, предстоящие токены. То есть это, так сказать, вкратце вот эти все 6 вкладочек здесь описаны. Но мы пройдемся по каждой. Если мы рассматриваем валюты, можем посмотреть топ-100 валют, также можем посмотреть АТХ, либо ATL любой валюты, то есть all-time high, либо all-time low. Это самая высшая цена и самая низшая, если вам это интересно. И также можем рассмотреть IDO, ICO и их ROI, то есть рентабельность данного инструмента. И помимо этого есть все категории. Я думаю, здесь останавливаться долго не будем. По фильтрам можете найти любую монету, все о ней узнать. Вторая вкладочка, немаловажно, это фонды. Чем отличается именно CryptoRank от CoinMarketCap? Здесь очень удобно отслеживать фонды, раунды инвестирования и так далее. Также можно фильтровать фонды. К примеру, если я хочу найти какой-то проект, особенно в последнее время я изучаю Play to Earn игры очень внимательно, если вы могли наблюдать за моим каналом. И также, как я нахожу, например, какой-либо проект. Вводим абсолютно любой фонд, например, Multicoin Capital. И тут, что мы с вами видим, описание, основные категории инвестиций этого фонда, то есть куда инвестирует фонд. А также есть совместные инвестиции, очень удобно. И вот здесь у меня уже по фильтрам распределено Play to Earn и Move to Earn игры. То есть нажимаем фильтры, вот здесь вот категория, и тут абсолютно любая категория, какая вам нужна. То есть вы можете так анализировать проекты и смотреть, какой фонд в какой проект заинвестировал. Это действительно круто. Если, к примеру, вы хотите найти какой-то проект, который еще не вышел, то есть предстоящий проект, но посмотреть, что крупные фонды в него заинвестировали, заходите в определенный фонд, и вот здесь вот в самом низу видите, что еще никаких мультипликаторов нету, а в принципе вот Mecha Fight Club, то есть будет NFT игра, в которую можно зайти, также на нее заходим, тут у нас есть сайты, соцсети. Что самое интересное, тут показано seed round, сколько собрано, и также можно, где кнопочка анонсирована, посмотреть новость. То есть вы переходите на основную новость определенного сайта, вот venturebit.com. Также в раунде А, то есть под какие фонды, насколько зашли. То есть не всегда показана цена, но всегда показано, сколько собрано инвестиций. Это действительно круто, плюс вот дата. Очень удобно. Если мы продолжим на тему фондов разговаривать, тут есть раунды финансирования, что очень привлекают. Тут мы можем отсортировать по дате и посмотреть, сколько привлечено инвестиций, на какой стадии, какие фонды заходили. То есть очень удобная выборка вообще всех этих фильтров по категориям, по фондам инвестирования, по стадии и так далее. Ну и, конечно же, дашборд можете зайти и тут посмотреть, когда было привлечено больше всего инвестиций, сколько собрано. То есть видно, что в апреле 2022 года очень положительное настроение было у инвесторов, и, соответственно, 6,5 миллиардов долларов собрали. Дальше у нас вкладочка есть IDO, ICO и IEO. Вообще, в чем отличие IEO от ICO? ICO, когда хотят монету выпустить определенный проект, она может его выпустить в качестве механизма ICO, то есть она сама
делает полностью все новости на своей площадке, абсолютно всю работу делает сама по листингу. Если же хотят они сделать на сторонней бирже, на каком-то агрегаторе тоже, это IEO, то есть биржа делает основную работу за них, новостную, рекламную, всякие рассылки и листинг, и за это берет либо какую-то комиссию от продаж, либо сами токены, как уже договариваются. И IDO это, так сказать, на сторонних децентрализованных биржах также происходит листинг. Вот, это что касается IDO, ICO и IEO. Конечно, сейчас опять же на медвежке очень мало выходит качественных IDO и ICO. Будем ждать что-то интересное на бычке. Также здесь можно посмотреть, в какой проект сколько привлечено инвестиций. Очень удобно, можно по таблице. Ну, к примеру, Коакума, вот проект, начальная капитализация и сколько они хотят привести денег. То есть IDO, upcoming, то есть только будет 11 января. Вот, многопользователь онлайн RPG, метасенс насыщенной графикой. И вот здесь очень интересная токеномика расписана полностью, и сверху уже расписано то, что seed раунд уже прошел, показана даже цена, по какой проходила, сколько собрано средств, также показано клифф, то есть сколько заморожено на сколько месяцев, и определенный линейный вестник на 2 года. И с каждым последующим раундом цена, конечно же, увеличивается. Вот, поэтому очень круто принимать участие прям в IDO. Понятное дело, что на seed раунде мы не сможем поучаствовать, там участвуют крупные фонды, которые закупаются, тем самым давая, так сказать, пиар, давая ликвидность данному инструменту и узнаваемость, можно так сказать, потому что очень много людей по фондам рассматривают тот или иной проект. Это что касается определенных проектов. Теперь, если вы хотите посмотреть, какие IDO будут, это опять же предстоящие, активные, которые сейчас на данный момент, можно посмотреть рентабельность IDO, рентабельность IEO. То есть с начала года это текущая рентабельность. Понятно, что она никакая, отрицательная, но если мы сделаем АТХ, то есть тут сразу видно, что на какой IDO платформе больше всего стреляли, да, IDO-шки. То есть это GameFi, BullStartle, Solanium даже, DAOmaker, все наши известные, так сказать. И также мы можем посмотреть рентабельность IEO. В принципе, все то же самое, это основные биржи централизованные. Это Binance Launchpad, FTX, который, к сожалению, уже не будет ничего выпускать. Кстати, из-за FTX создали новую абсолютно крипторанк систему ресерча централизованных бирж. Сейчас о ней тоже поговорим. Gate тоже стрельнул, но не сильно. Кстати, смотрите, Gate 240 стартапов было, всего 1400%. Binance 33 стартапа и сколько процентов. И одна интересная еще вкладочка, это средняя рентабельность по категориям. Вот за 12 месяцев, давайте, наверное, за все время сделаем. И блокчейн инфраструктура, ну понятно, как только начинали развиваться, блокчейн пошел. И на втором месте игровая индустрия. Я думаю, в 2023 году игровая индустрия, конечно же, перегонит блокчейн инфраструктуру. И поэтому основной упор будем делать на GameFi, на Play to Earn игры. Это что касалось IDO и ICO. Также вот если мы биржи нажмем по поводу FTX, то что рассказывал, добавилась вкладочка прозрачность бирж, то есть здесь показаны резервы централизованных бирж. После того, как FTX обанкротилась, Binance сразу же вместе с Bybit выпустили информацию о своей капитализации, именно сколько резервов они держат, в чем они держат, сколько стейблкоинов и так далее. Единственное, что не показывают, сколько своих токенов они держат. И в принципе тут можно абсолютно любой источник нажать и почитать. Вот Binance, абсолютно все крупные биржи централизованные выкатили информацию о том, сколько, когда, где закупались и так далее. Тут можно все это почитать. Думаю, на тепловой карте мы не будем задерживаться. Тут и так все понятно. По различным секторам можете нажать посмотреть по датам. И вкладочка продукты очень интересная, на мой взгляд. Тут есть агрегатор новостей. Иногда я пользуюсь этим агрегатором. Тут каждый день буквально по 5, 6, 7 новостей в день выкатывают информации по поводу криптовалют, потому что именно крипторанк собирает с разных источников информацию и сюда выкатывает самую полезную. Тут можете почитать, вот как воруют виртуальные биткоины, топ-5 несбывшихся прогнозов.
Очень интересно на самом деле. Рекомендую, если вам нужен какой-то новостной канал, то подписаться на мой телеграм-канал. Там я делаю выжимку из этих новостей и кидаю туда, плюс различные проекты, в которых мы зарабатываем. Обязательно подписывайтесь. Ну, насчет алертов, не знаю, будет полезно вам или нет. Это определенные ценовые, так сказать, оповещения. Если вдруг за какой-то монетой вы следите, также в watch-лист можете добавить. Это, ребят, основное. Также есть портфолио, вы можете делать виртуальный кошелек и, соответственно, смотреть, как вы анализируете на демо-счете, как вы зарабатываете. Иногда это даже полезно. И последнее, что хотел сказать, очень важный аспект, это тренды поиска. Именно по ним можно ориентироваться, что сейчас в тренде, куда можно зайти. Вот видим, что P-Network, много кто о нем сейчас говорит. Он в трендах по 7-дневке, по 24 часа и так далее. То есть на втором месте Aptos, это топ-20 посещаемых монет за 7 дней, это топ-20 монет в поиске за 7 дней. То есть очень удобно тоже отслеживать. И если сделать вывод по данному агрегатору, понятное дело, что здесь наиболее удобно для русскоязычного комьюнити, потому что абсолютно все понятно, как для инвесторов, так и для трейдеров. Тут очень удобно делать ресерч своих проектов. Также, кому удобно, можно вот здесь поменять тему на светлую. В общем, я рекомендую именно эту платформу, потому что раньше пользовался CoinMarketCap, сейчас перешел на крипторанк и абсолютно любой анализ по крипте делаю здесь. Если вы пользуетесь какими-то другими площадками, напишите в комментариях, будем тоже рассматривать, очень интересно. А так еще раз ставьте лайк и подписывайтесь. Всем пока.